Приветствую вас на моем канале, с вами Валентина Лыкина. В этом видео вяжем сумку на все времена года, потому как за счет фурнитуры ее внешний вид может меняться кардинально. Я выбрала летний вариант, у меня здесь деревянная вставка с рисунком прибоя. Вы можете этого не делать и полностью связать эту сумку без каких-либо вставок и декоративных элементов. Согласитесь, внешний вид уже ее поменялся. Что касается фурнитуры, остановлюсь в первую очередь на ремешках. Я выбрала кожаный ремешок, изготовила его сама. Можно выполнить вязаный. Как связать вот такой ремешок? У меня на канале есть подробнейшее видео. Ссылка будет для вас, как обычно, в описании. Если вы выбираете вот такие ремешки, любой из них, то вам дополнительно понадобятся кольца, которые устанавливаются на боковую часть сумки. Их всего понадобится 2 штучки. Можно приобрести разъемные кольца или литое кольцо вы просто пришиваете по бокам. Это еще не все. Ручки могут быть пришиты вот таким образом, то есть в 2 точках, и то есть их будет 2. С этой стороны одна и с этой стороны еще одна. То есть они также могут быть и кожаные, могут быть и вязаные. Навязанные варианты ремешков я оставлю для вас в описании под этим видео ссылку на плейлист с ручками, которые я вязала и которые могу вам предложить. Дополнительно, если вы планируете вязаный ремешок вот такого плана, то понадобится еще 2 карабинчика. Что касается застежки, можно сюда установить хлястик. У меня, к сожалению, не оказалось, но я прикрепляю для вас фотографию, где его демонстрирую. Можно установить сюда магнитные кнопки, вот такие пришивные. В эту область устанавливаете, и у вас сумочка будет закрываться. Вот таким образом. Я этого делать не буду. У меня вход останется вот таким. Подкладку я вшивать тоже не буду. У меня присутствует вот такой мешочек. Вы можете заказать пошив таких мешочков на утяжке в ателье вашего города. Я скажу размер для данной сумки этого мешочка. Его высота составляет 28 сантиметров и ширина 29 сантиметров. Также давайте остановимся на размере сумки. Диаметр круга в данном случае 25 сантиметров. Глубина этой сумочки 10 сантиметров. Диаметр вот этого деревянного донышка, то есть вот этой заготовочки, 15 сантиметров. И давайте более детально остановимся на расходах материала. Я в моем мастер-классе использовала канат джутовый. Это халва XL. Толщина данного каната 8 миллиметров. И шпагат 3-миллиметровый. Это халва L. Вот ее характеристики. И для того, чтобы связать вот такую сумку с деревянной вставкой и таких размеров, вам понадобится 4,7 метра халва XL и 164 метра халва L 3-миллиметровый. Повторюсь, если вы будете использовать 1,5-миллиметровый, то это число нужно умножить на 2, так как 1,5-миллиметровый шпагат вам придется вязать в 2 ниточки. Если вы хотите вариант полностью вязаный, вот такой, без вставочки, то уже каната понадобится 5,4 метра, шпагата понадобится 180 метров. Опять же повторюсь, что если выбираете 1,5-миллиметровый канат, то умножайте эту сумму на 2, так как вяжете в 2 ниточки. Дополнительно хочу сказать, что на вязание вот такого блинчика у вас уйдет 2 метра 70 сантиметров и шпагата уйдет у вас 60 метров. На вязание с донышком здесь у нас каната уходит 2 метра,
шпагата уходит 44 метра. Дополнительно добавлю, что вот на эту глубину сумочки у вас уйдет еще 60 метров. И если вы будете делать вязаный вот такой ремешок длиной около 80 сантиметров, то добавьте еще 30 метров. Вся дополнительная информация и вообще в целом всю информацию я также прописываю в описании. Там же вы найдете ссылки на все материалы, где можно приобрести для вашего вязания. Дополнительно понадобится крючок. Я буду использовать номер 4 конкретно для данного шпагата толщиной 3 мм. В первую очередь подбирайте крючок, чтобы вам было удобно вязать и хороший был захват ниточки, вот как в данном случае. То есть захват нити должен быть хороший, чтобы ниточка у вас не расслаивалась. Ну и давайте приступим к вязанию. В первую очередь нам необходимо сделать обвязку. И начать эту обвязку нужно в определенной точке. Если у вас будет с принтом, вам нужно расположить к себе таким образом, чтобы у вас, вот как сумка стоит, да, вот так она у меня будет, вот это у меня будет верх. И примерно в этих вот точках, когда я уже провяжу необходимый диаметр моего круга, примерно будет вход занимать вот эту область. Поэтому я должна начать в той точке приблизительно, где у меня будет начало моего входа, то есть с левой стороны, вот здесь. Оставляем в самом начале около 20 сантиметров, можно 15 оставить хвостик, для того, чтобы закрыть первые два ряда. И ввожу крючок в ту точку, где я себе наметила, где у меня будет приблизительный вход. Вот здесь. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить. И теперь мне необходимо выполнить обвязку соединительными столбиками вот в эти отверстия. Вытянула вот эту петлю до следующего отверстия, ввожу крючок в отверстие, захватываю рабочую нить и протягиваю ее через это отверстие, в том числе и через рабочую вот эту петельку. Таким образом я обвязываю по всему периметру моей заготовки. Теперь мне необходимо закрыть ряд. Из последней точки, где у меня никаких петель не провязано, я ввожу крючок и уже захватываю вспомогательную ниточку и полностью ее вытягиваю. Далее закрываю ряд, проложив вот здесь петлю. Под первую петельку я ввожу крючок, захватываю сюда вспомогательную ниточку и протягиваю полностью. Далее ввожу крючок с обратной стороны в ту петлю, из которой вышла эта вспомогательная нить. И захватываю уже сюда ее и протягиваю. Все, ряд закрыт. И вот так выглядит наша обвязка. Следующее, что мне необходимо сделать, это обвязать этот торец столбиками без накида. Нахожу ту точку, где я завершила вязание, ввожу крючок там, где у меня находится хвостик, и захватываю сюда рабочую ниточку. Вытягиваю ее, захват рабочей нити и провязываю первый столбик. В эту же точку ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю второй столбик. Теперь в каждую эту точку я провяжу по 2 столбика без накида. Хочу сказать, что в моей заготовке 36 отверстий, и мне будет этого количества достаточно. Напомню, что заготовка у меня диаметром 15 сантиметров. Очень многое зависит от толщины шпагата. Если вы выбираете более тонкий, то смотрите на следующий нюанс. Когда вы провязываете, ваши столбики должны вот так плотненько лежать в этой обвязке. Если появляются, вот сейчас я отступлю, то есть если появляются вот такие промежутки, то есть просветы, то 100% необходимо добавить сюда еще один столбик.
Я буду провязывать в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Так я довязываю до конца этого ряда. Мне осталось провязать последний столбик. Я ввожу крючок в отверстие. И теперь уже захватываю вот эту вспомогательную ниточку. Захватываю ее, протягиваю через все петли. И теперь мне необходимо проложить вот такую же косичку между первым и вторым столбиком. Есть вот такая петелька с обратной стороны. Я введу крючок, захвачу сюда эту вспомогательную ниточку, протяну полностью. И теперь эту ниточку мне нужно проложить вот таким образом, чтобы эта косичка не прерывалась. С обратной стороны я нахожу этот столбик, такая вот дужка, и в центр верхней петли я ввожу крючок, то есть в ту точку, где у меня вышла эта вспомогательная нить, и возвращаю ее в ту же точку. Вот так. И посмотрите, вот такой плотный у меня кружок получился. Хочу также обратить ваше внимание, что он ровный и нет у него, знаете, вот такой волнистости. Если у вас появилась вот какая-то, знаете, вот такой волнистый край, значит, этих столбиков очень много, и нужно провязать либо 2 1 2 1, то есть это вам нужно отрегулировать с учетом ваших отверстий, то есть его количество. Но вот такая заготовка должна получиться. Здесь ровный плотный край. Это обеспечит нам отсутствие прибавок в первом ряду, когда мы будем сейчас увязывать канат. Вот этот хвостик мне уже не нужен, и теперь я буду ввязывать его вот сюда, то есть в этот край, когда буду ввязывать канат. Сейчас я нахожу ту точку, где я завершила вязание, и сюда вот так ввожу крючок, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Получила рабочую петлю, и теперь необходимо подготовить канат вот таким образом, сделать ступеньку такую, то есть срезать под углом наши вот эти ниточки с отступом, для того, чтобы у нас не было утолщения в самом начале, а был плавный такой переход. Вот таким образом я укладываю канат. Вот так, то есть мне нужно буквально сантиметр оставить этого хвостика. Укладываю канат поверх моей заготовки и, захватывая рабочую ниточку, я провязываю первый столбик в моем ряду. Далее провязываю в каждую вот эту верхнюю петельку, то есть за две вот этих ниточки, я буду провязывать столбики без накида. Первый вот я провязала, перемещаюсь в следующую точку, ввожу крючок вот за эту верхнюю петельку, в следующую. Здесь все плотненько укладываю, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю следующий столбик без накида в моем ряду. Очень важно укладывать канат вот так поверх вязания, то есть поверх вот этой заготовки. То есть у нас петля, и вот так я вкладываю этот канат, чтобы у нас не получилось, что он завалится вперед либо назад. Таким образом мы провязываем, ввязывая канат по всему периметру нашей заготовки. Ввели крючок в следующую петлю, вытягиваем ее наверх и провязываем очередной столбик. Перемещаюсь и провязываю в следующую точку очередной столбик. Помним, что вот эту петлю нужно вытянуть вперед, то есть как бы обвернуть этот канат. И так вот постепенно мы ввязываем этот канат, и он идет на утолщение.
Не забываем, что еще у нас еще тут хвостик есть. Его мы тоже увязываем. Так мы довязываем до конца этого ряда. В конце этого ряда, как вы помните, у нас здесь вот этот хвостик. Его мы укладываем поверх, располагаем канат и продолжаем ввязывание каната до конца этого ряда. Сейчас я провязала последний столбик в этом ряду. Сейчас мы будем вязать третий ряд и начнем со следующей точки. Вот у меня первый столбик в моем втором ряду, вот он второй. Между ними петля. Я буду также провязывать в эти верхние петли. И самая первая петелька, где я провяжу, это между первым и вторым столбиком. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю первый столбик. Вот здесь у меня ниточки вылезли, я их сразу должна поправить и подтянуть немножко канат. И теперь мы повесим маркер перед первым столбиком, потому что это первый столбик в третьем ряду, и перед ним я фиксирую маркер. В третьем ряду мы сделаем 6 прибавок, и располагаться они будут в следующих точках. Как вы помните, у меня в самом начале было 36 отверстий. В каждое отверстие я провязала по 2 столбика. Получилось 72. То есть у меня 72 столбика по всему периметру в первом ряду. Во втором ряду у меня было столько же, 72. Я не делала прибавки. Значит, я должна эту сумму разделить на 6 точек. Получилось 12, значит, на каждую 12-ю петлю я провяжу по 2 столбика. Вы можете считать, либо нанести разметку, расположив на каждую 12-ю точку маркер. И вот так я расположила прибавки. Хочу обратить ваше внимание, что в отношении вот этого стыка я расположила по бокам прибавки, для того, чтобы у меня на вот этот переход ряда не выпала прибавка. Поэтому я здесь считала 6, на 6-ю повесила и так продолжила располагать эти прибавки по всему периметру на каждую 12-ю точку. И теперь в этих точках я буду делать прибавки следующим образом. Сейчас я довязываю до маркера столбиками без накида в верхнюю петлю, так же как и провязывала в предыдущем ряду. Довязала. Теперь я снимаю маркер, и в эту точку я провязываю 2 столбика без накида. Провязала 2 столбика, и сразу здесь я повесить должна маркер, то есть обратно. Вот так. Получается, я его нанесла между 2 столбиками, которые я провязала сейчас. Далее довязываю, укладывая канат до следующего маркера и проделываю все то же самое. Так мы провязываем по всему периметру, соблюдая прибавки в тех точках, где мы оставили разметку. Когда довязали до конца ряда, мы провязываем первый столбик следующего ряда и переставляем, как обычно, маркер. В 4-м ряду у нас поменяются места прибавок. И там, где мы провязывали в 3-м ряду, мы их не будем провязывать, а будем вязать прибавки в промежутке между этими маркерами, то есть вот в этой точке. Таким образом мы избежим угловатости нашего круга. Делаем разметку. Также очень важно соблюдать одинаковое расстояние между этими прибавками. Я нанесла разметку, и самая первая прибавка у меня начинается в самом начале, со следующей точкой. Я провяжу, также соблюдая все эти прибавки, и остановлюсь примерно вот в этой точке. Далее я расскажу,
как закрыть нам этот ряд. Когда довязали до этой точки, вот он маркер, там, где мы должны завершить вязание. Канат мы срезаем такой же ступенькой, как и в самом начале, для того, чтобы плавно перейти и завершить этот ряд. Хорошо здесь все укладываем и сворачиваем его. И продолжаем ввязывать до конца этого ряда. Когда у нас здесь остается совсем маленький такой хвостик, и вот он как раз у нас маркер, это там, где маркер, у нас последняя точка, где мы провязываем столбик без накида. Хорошо все подтягиваем. Теперь мы делаем обвязку по всему периметру нашей заготовки. Маркер этот пока что можно не снимать, чтобы видеть, где нам завершить этот ряд. И приступаем. Там, где маркер мы провязали, и в следующую точку я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и протягиваю через рабочую петлю. Перемещаюсь в следующую точку, также за вот эту верхнюю петельку я ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю через рабочую петлю. Вот такие соединительные столбики необходимо провязать на протяжении всего периметра данной заготовки. Когда довязала до конца ряда, здесь у меня перед маркером остается последний соединительный столбик. Эту петлю я вытягиваю. И теперь я ввожу крючок за следующие петли. Когда переверну, вот они петельки. Это первая петля, которую я здесь захвачу в области маркера. Вот она, петелька. И далее мне нужно ввести под вот эту петлю, то есть в обвязке, там, где у меня находится маркер. То есть вот так. У меня получилось 2 петельки. И вот сюда я захватываю вот эту петлю, которую вытягивала, и протягиваю ее через эти петли. Вытянули. Теперь необходимо нанести следующую разметку. Мы здесь ряд уже закрыли, и у нас очень важно оставить место для входа и связать глубину нашей сумочки. Пересчитываем количество столбиков по всему периметру нашего круга и делим на 3. И это число у нас будет количество столбиков, которые мы оставим на вход этой сумочки. У меня 28 вот так столбиков, ну, верхних петелек я оставляю на вход сумочки. И вот здесь у меня будет провязано 55 столбиков без накида. Вязать я буду следующим образом. Вот она, эта петелька. И здесь я ввожу крючок в центр вот этой верхней петли, вот сюда. Одеваю сюда же эту петлю и подтягиваю ее вот таким образом. Теперь я захватываю рабочую ниточку и протягиваю через эти петли. У меня получилась рабочая петля, захват рабочей нити и провязываю столбик без накида. Далее я опять ввожу в такую же петлю, вот она петля, то есть не в обвязочную, а которая вот когда разворачиваю, вижу, вот она петелька. Захватила одну ниточку. И одну ниточку я захватываю от дужки. Таким образом я захватила 2 ниточки, то есть ввожу в центр петли за заднюю стенку и дужку. Так я провязываю еще один столбик без накида. Таким образом довязываю всего 55 столбиков вот за эти петли. То есть их должно быть обязательно 2 петли. Провязав 55 столбиков, мы переходим на вязание второго ряда. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание по часовой стрелке. И теперь мы будем вязать вот в эти точки
столбики без накида. Вот она первая точка, ее я пропускаю, так как здесь провязан подъемный столбик. Перемещаю в следующую, ввожу крючок вот за эту верхнюю петлю, и все последующее вязание я буду вводить крючок под эти петельки. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Перемещаю в следующую точку и провязываю очередной столбик. Так я довязываю до конца ряда. Всего у меня должно получиться также 55 столбиков без накида с учетом вот этого первого подъемного столбика. Мне больше нравится провязывать вот таким образом, как бы протягивая наверх рабочую петлю, чтобы весь этот ряд из столбиков смотрел вверх сразу и не растягивался. Я сейчас провязала 53 и покажу более детально, в какие точки здесь тоже провязывать. Вот она у меня петелька, и это 54 точка, то есть 54 столбик. И далее у меня вот он подъемный столбик, вот он. Я должна ввести крючок в его центр, вот так, за 2 ниточки, как будто я ввела в центр этой петли. И теперь я захватываю рабочую ниточку и провязываю последний 55 столбик в моем ряду. Далее я вяжу поворотными рядами, опять делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь по часовой стрелке и продолжаю вязание таких вот столбиков без накида. И в каждом ряду у нас должно получаться 55 столбиков. Всего на данную глубину сумочки я провяжу 5 рядов. Когда глубина сумочки провязана, эта заготовка полностью готова. На данном этапе нам необходимо связать еще одну. Я предлагаю связать полностью ее из джута. Как вяжется вот такая заготовка круг, у меня на канале есть подробнейшее видео. Ссылочка будет для вас в описании, а также в правом верхнем углу в подсказках. Переходите и вяжете вы всего здесь 8 рядов. Хочу заметить, что здесь между прибавками 5 столбиков. Это значит, вы провязали 8 ряд. Будьте очень внимательны, и по периметру у вас должно получиться 84 петли, то есть 84 столбика. Таким образом, выполняете также обвязку, как и в этом случае, и провязываете вот такой же бортик, тоже состоящий из 5 рядов, как и в этой заготовке. Далее необходимо хорошо отпарить эти детали, не пропускайте этот момент. Хорошо отпариваем и переходим к соединению. Первую заготовку, там где мы завершили вязание и у нас есть рабочая ниточка, мы располагаем к себе вот таким образом. Сверху мы укладываем вторую деталь и разворачиваем для того, чтобы удобнее было связывать эти детали между собой. Вот эту петлю теперь мне необходимо протянуть через вот эту вторую заготовку, то есть через петлю второй заготовки. Ввожу крючок, здесь у меня 2 ниточки, и сюда я протягиваю петлю, которая у меня на другой заготовке. Вот таким образом у меня получилось. Ввожу крючок и теперь подтягиваю петельку до размера рабочей. Внутри я держу рабочую нить и теперь буду связывать эти детали между собой следующим образом. С этой заготовки я захватываю одну ниточку со следующей петли, вот эту внутреннюю стеночку. Далее вот с этой заготовки тоже внутреннюю стеночку петли, то есть это задние стенки. Я 2 ниточки захватила. Далее внутри я подхватываю рабочую нить и протягиваю через эти петли. Далее перемещаюсь в следующие, вот они, 2 петельки. И теперь я поменяю местами. Сначала я захватываю с этой детали петлю, далее я захватываю со второй детали. Опять захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли, в том числе и через рабочую.
в этот раз я захватила сначала с этой детали, потом со второй вот этой. Теперь местами меняю, то есть каждый раз сначала с этой стороны, с верхней, с нижней захватила рабочую нить, провязала. Теперь поменяю местами, теперь с нижней захватываю петельку, с верхней. И так я должна чередовать эти петельки до того момента, пока я не провяжу весь вот этот соединительный ряд из соединительных столбиков. Это делается для того, чтобы у вас было одинаковое углубление со всех сторон. Если буду захватывать только с одной, допустим, с этой стороны, потом с этой, и не менять буду, то тогда будет небольшой выступ. Вы можете не заморачиваться, делать так, как вам удобнее, просто смотрите на результат. Если он вас устраивает, то продолжайте вязать тем способом, который вам удобен. Я предлагаю связывать эти детали вот таким способом, меняя местами захват вот этой петли. Сначала с этой стороны, а в следующий раз захват будет с противоположной. Здесь остается провязать 2 петли. Вот я провязала первая. И вот она, вторая петля, самая последняя. Здесь у меня остался вот этот обрезанный хвостик от первой заготовки, которую я вязала. Теперь я вот так вытягиваю. Сюда я захвачу вот эту петлю, которая оставалась вот так. Внутри я подтяну рабочую ниточку, где вот сейчас я провязывала, а вот эту петлю, которую сейчас протянула от этого хвостика, я полностью вытягиваю. Все, на данном этапе мы соединили 2 детали, вот эти хвостики теперь здесь обрезаем и прячем в полотно. На данном этапе каркас сумки готов, и остается лишь установить фурнитуру. И данная сумочка полностью готова. Я надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Присылайте ваши работы, оцените это видео и подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще очень много классных идей. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!